Так, меня зовут Всеволод Мартынюк, я лидер Коммуда Алматы Чаптер. Очень рад видеть здесь столько людей, которых или видели на предыдущем этапе, или пришли впервые. Огромное спасибо тем, кто приехал к нам из других городов, из других стран. Я знаю, что есть гости у нас из Астаны, из Ташкента, может быть, даже из Бишкека. Поднимите руку, есть ли кто-то из Бишкека? Видимо, не доехали. Так, я думаю, что можно пошарить мою презентацию. У нас сегодня есть коллега, можно сказать, диджей, он поможет нам с организацией, с техническими вопросами. Да, коллеги, я рад всех приветствовать здесь. У нас, напомню, второй митап. Мы создали Коммуда Чаптер в 2022 году. Мы на самом деле, я знал, что есть интерес, что есть Коммуда, что во многих компаниях используется, и знал, что в Казахстане еще 2019 года много компаний используют и приезжали на Коммундакон. Но, честно говоря, все равно я был приятно удивлен, что есть такой интерес, так много участников. И небольшой такой инсайт. Наш прошлый митап признали крупнейшим, скажем так, митапом, который организовала не сама Коммунда, потому что по количеству участников у нас было примерно 30 офлайн и 30 онлайн. Самый крупный митап, это очень круто. Я надеюсь, что сегодня мы наш рекорд побьем. У нас в этот раз не гибридная конференция, все в зале. Те, кто не может приехать, прийти, будет запись, мы ее обязательно пошарим на странице Коммунда Чаптер. Не очень хорошо видно карту, но это не страшно. На самом деле данные уже немножко устаревшие, 37 чаптеров. Последняя информация, глядя, наверное, на наш успех, успех нашего чаптера, недавно открыли чаптер в Баку. Мы уже коллег пригласили приезжать к нам, делиться опытом. Организатор чаптера в Баку – это Capital Bank, крупнейший частный банк. Коллеги несколько лет назад, в том числе с нашей, наверное, помощью, начали осваивать Коммунда, 7-ю версию. И сейчас уже, насколько я знаю, в продакшене Коммунда 8. То есть прошли весь путь примерно за 3-4 года. Наверное, хороший опыт. Кроме этого, недавно был создан чаптер в Лиссабоне, Португалия, и в Иране. В Иране тоже есть Коммунда. Данные уже немножко устаревшие. Сейчас уже чаптеров значительно больше. Так, я кликаю, хочу видеть следующий слайд. Так, да, вот он. Тоже немножко не очень хорошо видно. Что касается нашего чаптера здесь, сейчас у нас уже более 120 активных участников, те, кто зарегистрировался на нашей странице. Проводим сейчас второй митап, 8 докладов. И, собственно, мы на этом не хотим останавливаться. Уже планируем, уже есть запрос на проведение митапа в Астане. Понятно, не все могут приехать, но хотят поучаствовать. Есть такие планы, и будем проводить, организовывать в онлайне. Еще одна хорошая новость. Наш чаптер растет, наше сообщество растет, появляются партнеры. Мы как раз сегодня заключили соглашение с ассоциацией BPMP Казахстан. Как мы говорили, да, какие проекты без процессного управления и проектного управления. Проектное управление помогает нам коллеги из Project Management, PMI Институт Казахстан. Вот, это что касается партнерства. Ну и, собственно, наверное, что еще хотел сказать. Я очень рад организовывать, проводить такие мероприятия в Казахстане. Мы будем делиться опытом, будем проводить новые. Вот. А сегодня мы хотели бы рассказать больше о версии Коммунда, потому что, согласно и нашему небольшому анализу, уже около трети компаний либо интересуются восьмеркой там, в продакшене, на тесте и так далее, либо используют. Сегодня у нас будет 3 очень интересных, как я считаю, доклада. Первым у нас выступит Мстислав Мартынюк из компании Реюника. Мстислав, я предлагаю постепенно готовиться. Первый пошел.
Вот, пока Мстислав готовится, я, наверное, расскажу небольшой инсайт, спойлер. У нас сегодня будет розыгрыш мерча от Коммунда. Да, в этот раз мерч доехал вовремя, не как это было в прошлый раз, уже постфактум. И чтобы этот мерч разыграть, мы как раз хотим на примере использования Коммунда показать, как это будет сделано. Пока Мстислав разбирается, у нас сегодня будут еще доклады по Коммунда Connectors и last but not least Алексей Виноградов выступит с очень интересным докладом, который состоит из 60 плюс слайдов и может быть даже растянуться на час. Я думаю, что мы специально, может быть, перед Алексеем сделаем небольшой перерыв, чтобы попить водички, подготовиться, потому что будет очень интересно, но надо быть внимательным. Мстислав? Все, тогда давайте, коллеги, немножко поаплодируем Мстиславу. Мстислав. Коллеги, я вас приветствую. Так, еще раз тогда я представлюсь, наверное. Меня зовут Мстислав, я архитектор решений в компании Reunica, вот, сертифицированный инженер Коммунда. В целом порядка 15 лет участвую в различных проектах, это был и банковский сектор, и работа в различных системных интеграторах. Вот. В общем-то, это была и разработка ПО, и анализ, и внедрение, и сопровождение ПО, и даже частично методология. И последние 5 лет уж так получилось, что мы плотно, я и компания наша, работаем с Communda BPM. Начинали мы с 7-й версии. Вот, был такое периодическое использование, опыт использования Communda. Вот. Вначале в маленьких проектах, потом в крупнее, то есть постоянно росли. Вот. И постепенно мы добрались до Communda 8. Когда я готовил эту презентацию, я сначала хотел сразу же рассказать про облачную версию Communda, про Communda 8 Cloud, но понял, что у нас люди, в принципе, присутствуют здесь, которые могут быть не совсем посвящены в BPMN, в BPMS, да, что такое BPM-подход, процессный подход к управлению. Поэтому я вот в последний момент решил добавить несколько слайдов, чтобы сделать, так сказать, мою презентацию, мой доклад понятным для всей аудитории. Итак, когда нам нужна BPMS? Есть такая замечательная аналитическая компания Gartner, вот, и она вводит 3 класса систем, которые у нас используются на предприятиях. Внизу находятся типовые системы, System of Records, учетные системы, которые решают типовые задачи, то есть управление складом, ERP-системы, CRM, ERP, что еще у нас там есть, да, CMS, управление документами, управление контентом. И когда вы приходите на предприятие, да, у многих вот есть какой-то хайп по поводу BPM, по поводу BPMS, они не совсем понимают, да, что когда использовать Коммунду, когда использовать BPM. И вот эта диаграмма, она поможет вам сориентироваться, когда именно можно использовать BPM-подход и использовать BPMS-систему. Когда у вас есть какая-то задача, которая решается классическими учетными системами, как CRM, ERP, да, допустим, управление складом, бухгалтерские какие-то записи, бухгалтерские операции, управление предприятием, там BPM не нужна. Это просто повлечет у вас какие-то значительные затраты на внедрение, на реализацию. То есть системы, которые решают эти задачи с высокой степенью эффективности. Вот. Работают достаточно давно, создавались там чуть ли не 80-е годы такие системы, да, и здесь ни BPM, ни Коммунду использовать, наверное, нецелесообразно. На другом стороне, вверху вот этого самого слоеного пирога, находятся системы инноваций. Это различные прототипы, MVP. Здесь, в принципе, BPM слабо применим тоже, да, поскольку все-таки нужны достаточно высокие затраты, и гипотезы ваши проще проверить при помощи каких-то средств, да, облачных, которые уже присутствуют на рынке. Там тильды различные, тильда ВС там, и так далее. Вот. И, наконец, посередине находятся уникальные процессы предприятия. Допустим, прием, обработка кредитных заявок, какие-то обслуживания клиентов в специфических отраслях. Гартнер называет это системой дифференциации. Вот именно здесь, в этом участке, да, бизнес-процессов и применим BPM.
Дальше, когда вы уже определили, что вам BPM необходим, вы должны принять решение. То есть BPMS у вас будет то полноценный, да, BPM Suite, или будет какой-то BPM-движок наподобие Коммунды. Как говорится, сделай сам все. Тут, к сожалению, плохо видно. Здесь диаграмма такая, да, по экосистеме Communda Platform 7. То есть параллельная версия Communda, которая существует достаточно давно, была, так сказать, близким родственником сначала такой BPM-системы, как Activity. И вот видно, да, что у нас есть следующие роли, которые работают с Communda. Это бизнес-аналитик, создает модель процесса, разработчик, который использует сервисы, использует модель ПО, разрабатывает сервисы, которые в этом процессе вызываются. Есть бизнес-пользователь, который работает с BPM-движком, с Communda через приложение или через task-лист Communda встроенный. Есть оператор, который мониторит процесс через кокпит. И есть, наконец, администратор и владелец процесса, то есть тот самый босс, да, который у нас получает отчетность через BI или через специальное приложение Communda Optimize. Такая модель, такая система Communda 7 достаточно давно существует, если не ошибаюсь, с 2013 года. Но постепенно, по мере эксплуатации, разработчики системы и клиенты начали понимать, что все это можно улучшить достаточно хорошо. И есть определенные, скажем так, проблемы при использовании Communda. Даже, наверное, не проблемы, а какие-то, скорее всего, вызовы, которые, места, в котором можно приложение оптимизировать. Первое – это узкие места. Кто знает Communda 7, кто с ней давно работает и использует в высоконагруженных решениях, знает, что рано или поздно, когда у вас длинные бизнес-процессы, когда у вас высокая интенсивность процессов, миллион экземпляров процессов там в месяц, допустим, точное число не подскажу, какой-то значительный объем данных в контексте процесса используется, база рано или поздно становится узким горлом, узким местом, бутылочным горлышком. Вот. Поэтому в Communda 8 было принято решение от такого архитектурного элемента, как реляционная база, отказаться и внедрить Elasticsearch как место хранения истории процессов. Дальше, следующий момент. Высокая цена ошибки. Как мы помним, Communda 7 она полностью open-source, есть доступ к всему Java-коду. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это влечет за собой проблемы. То есть разработчики начинают этим злоупотреблять и слишком часто обращаться к контексту процесса, к переменным процесса, к различным данным. Это все приводит к падению производительности, начинает система тормозить, и начинаются жалобы. Вот, мол, Communda тормозит. А причина-то не в том, что система плохая, да, а то, что или разработчик где-то не доработал, или архитектор, который эту систему создавал. Поэтому в восьмерке было принято также это решение, так сказать, предвосхитить вот эти вот ошибки и поменять архитектуру решения. То есть если говорить об архитектуре, то архитектура 8 версии, она больше похожа на external task pattern, да, когда у вас есть какие-то внешние обработчики, и код не вызывается непосредственно из Communda. И, наконец, следующая проблема, которая есть у Communda 7, это высокий входной порог. Как мы видим, да, у нас, как правило, есть две роли – IT и бизнес. Со стороны бизнеса это бизнес-аналитик, который знает BPMN, знает бизнес-процессы, знает требования, готовит, да, разрабатывает. И есть разработчик, который знает техническую составляющую, то есть процессный аналитик и процессный инженер. Вот. Время не стоит на месте, то есть автоматизация IT у нас становится все более и более, скажем так, распространенными. В бизнес-юнитах тоже есть хорошо подготовленные, компетентные пользователи, да, которые тоже хотят работать с BPM и участвовать в проектировании бизнес-процессов, либо в создании сервиса для этих процессов. Поэтому был сделан вендором еще один шаг. И вот вы видите, да, в правой части слайда есть три категории пользователей. Там какой-то principal developer, да, руководитель, есть junior developer, есть вот посередине senior developer, который хочет все в Spring Boot делать и в Java. И вот это традиционный фокус Communda. То есть она такая Communda 7 developer friendly. В Communda 8 сделали такой шаг вперед и для остальных категорий, скажем так, IT-специалистов. То есть у нас сейчас low-code developer может также вовлечен быть в процесс проектирования процессов и в создание. Бизнес-пользователи, так называемый citizen developer, да, это когда в бизнес-подразделении каком-то есть человек, который владеет, имеет какие-то технические навыки,
Ну, вот на примере того банка, в котором я когда-то работал, да, есть человек в кредитном управлении, который знает Excel и умеет макросы хорошо писать. В том числе и для таких вот программистов на Excel команду постарались сделать тоже более дружелюбной. Так же, как и для прокачанных пользователей и разработчиков всяческих ботов. Да. Что из себя Communda 8, собственно, представляет? То есть фактически ядром системы стал высокопроизводительный движок Zibi, где тут самая реляционная база заменена на Elasticsearch, на распределенные хранилища данных. Все тот же цикл, да, у нас может использоваться Orchestrate, Automate, Transform. И Communda сейчас это даже больше, наверное, не просто платформа, а это универсальный оркестратор процессов, как сейчас его называют, 8-ю версию Communda. Что она позволяет? Во-первых, это все тот же самый BPMN и DMN. То есть это средство, которое позволяет и бизнесу, и разработчикам IT понимать друг друга достаточно хорошо. То есть это средство обеспечения взаимодействия бизнеса и IT. Дальше. Большим шагом вперед стала возможность использовать Communda в различных технологических стеках. То есть теперь это не только Java, так сказать, девелоперы, да, но и разработчики на Python, на Node.js, на Ruby, на Go и на тому подобных языках. Есть возможность использовать практически любой язык программирования, который поддерживает взаимодействие через сеть. Имеет возможность работать по протоколу gRPC. Расширился список эндпоинтов. То есть сейчас из коробки предоставляется разнообразное число коннекторов, которые позволяют вам подключаться к системам искусственного интеллекта, то есть таким как ChatGPT, да, языковым моделям, использовать различные микросервисы, использовать RPA, использовать интернет вещей. Также классически, да, мы понимаем, что любой процесс у нас не обходится без людей, без пользователей, поэтому также есть task-лист обычный и предусматривается работа в процессе, да, таких участников процесса, как люди, сотрудники предприятия. И вот, пожалуйста, да, мы видим на слайде, есть традиционный подход, у вас есть фрагментированные процессы, разбросанные под предприятию, и Communda обеспечивает построение сквозных процессов, оркестрацию этих процессов. Проприетарные технологии, проприетарные какие-то возможности, которые есть у классических BPMS, таких как Pega Systems, ну, не будем называть, да. И с другой стороны у нас есть подходы, которые основаны, подход к взаимодействию, который основан на стандартах BPMN и DMN, то есть открытых, доступных всем, бесплатных. Также сохраняется возможность дружественного, так сказать, поведения для разработчика, то есть Communda 8, она также остается developer-friendly, есть значительная область функционала, собственно, сам процессный движок, он также остается open-source Zibi. Открытая архитектура, которая позволяет строить системы практически с любой нагрузкой. Ну и также достаточно эффективная лицензионная политика, которая позволяет делать использование Communda 8 позволяет делать более выгодным, чем использование других проприетарных BPMS. Какие, собственно, компоненты у нас существуют в Communda 8? Мы помним цикл BPM, Design, Automate, Optimize и так далее. Он по-разному называется в разных, так сказать, научных трудах, да, в разных документациях, но в целом сводится к тому, что у нас есть этап проектирования процесса, есть этап его исполнения, мониторинга, есть этап оптимизации. Также есть в Communda 8 сохранился модулер, но при этом он стал доступным через веб, то есть он облачный сейчас. Возможности модулера существенно увеличились, то есть сейчас это не просто моделирование бизнес-процесса и бизнес-правил, но и также создание экранных форм, полноценной экранной формы. Есть коннекторы, которые поставляются прямо из коробки, позволяют вам использовать различные эндпоинты, API, различные элементы вашего техстека. И, наконец, появилась такая штука, как Integration Framework. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы позволять интегрировать ваши бизнес-процессы, то, что не поставляется из коробки. Дальше. Этап исполнения бизнес-процесса или тот самый Automate. Также есть тот самый движок Workflow Engine. Единственное, что он был переписан полностью с нуля на использование Elasticsearch
и это позволило сделать его более масштабируемым, отказоустойчивым и производительным. Decision Engine, исполнение бизнес-правил, Task-лист, пользовательские задачи и, наконец, такой элемент, как Operate. Operate, по сути, это то же самое, что в Commanda 7 называлось Cockpit. Это интерфейс оператора бизнес-процессов, который позволяет собирать по бизнес-процессам какую-то статистику и их анализировать. И, наконец, финальная стадия Improve, да, это Commanda Optimize, знакомым тем, кто использует Enterprise-версию команды. То есть он позволяет проводить анализ полноценных бизнес-процессов и принимать какие-то решения об их дальнейшем улучшении. То есть мы видим, что наш цикл замыкается, появляется такая черточка внизу, и мы переходим к началу. То есть мы опять вносим изменения в бизнес-процессы на основе того, что у нас в Optimize было выявлено на этапе использования Optimize. И далее, соответственно, мы эти изменения применяем, мониторим опять и так далее по замкнутому циклу. Сценарий использования Commanda 8. Они практически безграничны, то есть это сотни различных кейсов. Вот в нашей компании только, наверное, в тех дюжных проектах, в которых я участвовал, как архитектор, как разработчик, вот, что, собственно, доводилось встречать. То есть это классический human workflow, когда у нас процесс завязан на людей, на человеческих участников. Это онбординг, то есть прием на работу, допустим, или заведение клиента, employee или customer onboarding, loan origination, то есть кредитные заявки различные, заявки на выдачу кредита, работа с претензиями, риск-менеджмент, элементы сервис-деск, да, когда можем работать с какими-то событиями, которые требуют обработки. Дальше. Управление straight-through процессинг, то есть связной процессинг, кредитные проверки, управление жизненным циклом клиента, управление заказами, управление цифровыми правами. Также присутствуют все те же самые технические кейсы использования команды. То есть она может рассматриваться как замена классическим энтерпрайзным BPMS-системам. Да? Может использоваться для интеграции с RPA и автоматизации ваших софтовых роботов. Может использоваться как оркестратор микросервисов. Давайте, наверное, перейдем сначала к практической части. Я бы хотел показать, собственно, из каких компонентов Commanda 8 у нас состоит. Для этого мы перейдем в облачную консоль Commanda 8 и, в общем-то, посмотрим, что здесь есть. Так, минутку. Приложения, которые есть в Commanda 8, к сожалению, плохо видно. Это консоль. Консоль – это средство управления вашим кластером Commanda 8. Она позволяет присутствовать только в облачной версии Commanda 8 и позволяет оценивать состояние кластера, какие инциденты возникли, мониторить его вот, и разворачивать описание процессов. Есть такой элемент, тот же элемент, как модулер, всеми нам знакомый. Вот. Теперь он стал мощнее, в нем появились возможности коллаборации, возможности совместной работы. Что, собственно, сейчас доступно? Да? Это создание, так же, как и раньше было, BPMN-диаграмм, создание DMN-моделей, создание экранных форм. То есть появился такой инструмент, как Commanda Forms, формы, описание которых хранится в JSON-формате. Визуальный редактор, который позволяет вам конструировать вашу экранную форму, вот, поля перетаскивать как угодно, добавлять различные элементы, создавать, то есть полноценную пользовательскую форму, с которой пользователь может работать через task-лист. Вот. Классический task-лист с задачами пользователей. Operate. Мы тоже с этим все подробнее посмотрим. Operate – это замена кокпита, и фактически это интерфейс оператора бизнес-процессов. Позволяет просматривать состояние процессов, как существующих активных, так и завершенных. Можно посмотреть переменные процесса, по какому маршруту процесс прошел, вот, какие в ходе исполнения процесса возникли инциденты. Optimize – это инструмент для того, чтобы анализировать состояние бизнес-процесса. Сейчас возьмем что-нибудь. Различные аналитические отчеты. Вот, то есть все то, что важно для владельцев процессов. Вот, например, тот процесс лотереи, который мы будем сегодня
рассматривать. Так, как выглядит процесс, какие этапы есть моделирования бизнес-процессов Коммунда 8? То есть вы начинаете все с того, что вы создаете новый проект, подключаете к нему ваших коллег, вот, создаете новую диаграмму, можно попробовать сделать это, то есть что-то из одной пользовательской задачи. Как мы видим, если мы выберем сервис task, то есть технические задачи, у нас появляется возможность интегрировать различные коннекторы, использовать то, что представляется из коробки. Появился такой элемент, как template. И мы видим, что есть обширное число коннекторов. Не знаю, наверное, плохо видно здесь, да? Это подключение к GitLab, к REST API, вот, к Slack, Google Drive, различные сервисы Amazon, RabbitMQ и Kafka, Teams, GraphQL и так далее. Все коннекторов, по-моему, уже несколько дюжин, и они постоянно, число их пополняется, увеличивается. И вот есть коннектор к OpenAI, который позволяет работать с ChatGPT в том числе. Вот. Вы моделируете ваш бизнес-процесс, смоделировали, и можете после этого его прогрузить в процессный движок. Деплой, соответственно, стал более понятным, простым, в том числе и для неподготовленных пользователей. Вы можете прямо из модулера запустить ваш бизнес-процесс, указав кластер, на котором будет выполняться это действие. Вот. И перейти после этого в Operate, посмотреть состояние вашего бизнес-процесса. Вот мы видим, что мы смоделировали простой бизнес-процесс, состоящий из одной пользовательской задачи. Мы видим состояние, видим, какие переменные процесса есть. Ну, в данном случае их нету. Можем перейти в task-лист, завершить эту задачу. Так вот, к сожалению, задач здесь нету почему-то. Так. У нас интересная такая ситуация возникла. Да? Почему мы решили сделать практический кейс сегодня? Как на любой конференции, у нас есть какое-то количество мерча. Футболки, там различные ручки и так далее. И вот была такая задача этот мерч как-то справедливо между посетителями конференции, посетителями метапа распределить. Что мы решили сделать? Да, мы решили воспроизвести этот процесс при помощи Коммунда 8. И на самом деле это оказалось на удивление легко. Все. Ну вот. Как выглядела у нас классическая юзер-стори, то есть как организатор метапа, я хочу иметь возможность произвести розыгрыш среди участников метапа, чтобы распределить справедливо ограниченное количество мерча, да, и продемонстрировать возможности платформы Коммунда 8. Есть определенные ограничения реализации, то есть у нас список мерча заранее сформирован, он у нас в daemon присутствует, я сейчас вам продемонстрирую. Daemon – это интерфейс для того, чтобы управлять бизнес-правилами, стандарт точнее. Согласовали алгоритм распределения, то есть это случайный набор чисел, которые присваиваются участникам. Ну и определили, что выдача мерча производится вне процесса, чтобы не привлекать дополнительные, так сказать, пользователей, не давать доступа в Communda Cloud. Процесс должен выглядеть у нас следующим образом. Организатор открывает регистрацию через task-лист или через Communda Operate. Участники отправляют заявки на регистрацию через Telegram. Через бота в Telegram я его продемонстрирую, доступ к нему позже. На регистрацию отводится 5 минут, после чего она приостанавливается. После этого система получает список участников, всех, кто через Telegram-бот зарегистрировался, присваивает им случайные номера и с использованием DMN производит сверху номер участника с номерами лотов. И в случае выигрыша, опять же, через Telegram-бот отправляется уведомление с описанием выигрыша и номером. Иначе, если человек не выиграл, участник не выиграл, то система сообщает номер и благодарит за участие. То есть такая вот декомпозиция нашей user-story, нашего высокоуровневого требования на какие-то отдельные кусочки. Как, собственно, все выглядело? Я воспользовался, несмотря на то, что Communda позволяет работать с любым текстстеком, я воспользовался своим любимым текстстеком Java, Spring Boot. Вот. Следующий элемент, который у нас был, это стандарты, это BPMN и DMN движки. Далее REST API, который обеспечивает REST-коннекторы, которые позволяют с сервисами работать, вызываемыми в бизнес-процессе. Fill,
В Communda 8 произошло значительное изменение по сравнению с Communda версией 7. И если в Communda 7 используется для того, чтобы обогащать бизнес-процесс различными условиями, обработкой данных, использовался Joule, язык выражений, то в Communda 8 решили пойти дальше, стандартизировать все и использовать язык FIL, Friendly Enough Expression Language, который используется в качестве элемента стандарта DMN. И, наконец, связать все воедино нам помогла Communda Cloud. То есть вот такой вот фокус у нас получился. Давайте теперь я продемонстрирую сам бизнес-процесс, как он у нас выглядит. Для этого я открою Communda Modeler и перейду в проект под названием Meetup. Состоит наш бизнес-процесс из двух элементов. То есть первый элемент – это, собственно, сам бизнес-процесс и табличка бизнес-правил, в которой содержится список мерча. Вот, собственно, как выглядит таблица. Не знаю, хорошо видно или нет. У нас есть ограниченное число различных элементов мерча, то есть футболки, блокноты, наклейки. И есть номера, да, присваиваемые участникам, и мы описываем, что при совпадении числа 1 будет видно футболка. Если при совпадении числа 2 будет видно футболка там, другого размера. Если номер там выпал от 1 до 10, вот это выражение fill называется, все, мы выдаем ручку, блокнот, наклейки и так далее. И по остальным номерам. Если мы перейдем в бизнес-процесс, можем посмотреть, насколько, как, собственно, он выглядит, как он работает. То есть у нас начинается стартовое событие. Это все BPMN, то есть тот самый механизм, тот самый стандарт, который позволяет делать, находить общий язык между разработчиками и между IT. Начало процесса, то есть старт даю я как инициатор, да, лотереи этой. Дальше открывается регистрация, посылается REST-запрос. Обратите внимание, что это обычный сервис-таск, но реализован при помощи так называемого REST-коннектора в Communda 8. Что, собственно, сделано здесь, да, посылается, кто знает, кто разработчик, да, под запрос к определенному методу, это по endpoint, demo.reunic.com. Вот. Endpoint также этот защищен, то есть есть логин, пароль, basic авторизация, и это фактически сигнал к тому, что регистрация у нас открывается. Дальше событие таймер, вот этот вот кружочек с часиками, который говорит нам о том, что на регистрацию отведено 5 минут. Если мы опять нажмем на него и перейдем в панель свойств, справа мы видим, что тип таймера duration, продолжительность, и видим формат выражения в формате ISO 8601. Это опять же стандарт международный, который описывает, что вот у нас есть 5 минут времени, которые даются участникам на регистрацию. Следующий этап, после того, как 5 минут прошли, токен процесса проходит дальше, регистрация приостанавливается. Система, опять же, через REST-коннектор получает список участников, коллекцию. Мы видим, да, результат работы коннектора помещается в переменную процесса с названием Participant Response. Тело, да, вот этого ответа помещается в переменную процесса. Дальше. Вот этот список участников, который мы получили, participants, мы дальше передаем в следующий REST endpoint, в следующий сервис, который нам их нумерует, присылает уникальные номера. Здесь вот нужно немножко уменьшить. И, наконец, этап розыгрыша. Для розыгрыша у нас используется такой элемент, как подпроцесс, обычный встроенный подпроцесс и маркер активности, который говорит нам о том, что вот этот подпроцесс, он будет выполняться параллельно согласно числу участников. То есть если 90 участников, вот этот элемент запустится 90 раз, вот, согласно числу участников, параллельно. И для каждого участника у нас производится розыгрыш. То есть начинается вот этот подпроцесс, производится сверка номеров. Сейчас мы вернемся в DMN. Этап. Мы берем входной номер, вот этот вот, да, который у нас приходит в participant number, сверяем его с тем, что у нас есть таблички с правилами, и результат совпадений, то есть, допустим, в случае 1 нам вернется футболка XXL, ручка, блокноты, наклейки, будет передан, возвращен обратно в наш бизнес-процесс. Дальше, соответственно, у нас есть такой элемент, как шлюз, который нам позволяет в бизнес-процессе принимать различные решения.
И здесь мы проверяем, соответственно, номер выигрышный, да, поздравляем участника через Telegram. Выигрышный номер нет, не выиграли, соответственно, благодарим за участие, вот, и процесс завершается. Теперь, коллеги, я вернусь ненадолго к нашей презентации. Это ссылка на бот в Telegram. В следующую минуту я запущу наш бизнес-процесс, и он откроет регистрацию участников. Что необходимо сделать? Перейти по QR-коду в Telegram, вот, ввести команду «Старт». Если не ошибаюсь, Telegram-бот он сразу же эту команду запускает, если вы подключаетесь. Но на всякий случай, если по каким-то причинам, допустим, вы уже начали сейчас переходить, вам необходимо эту команду будет ввести повторно. Система сообщит вам о том, что вы зарегистрировались, и от бота дальше запускается процесс, собственно, 5 минут проходит, выполняется бизнес-процесс для того, чтобы устроить розыгрыш. И после этого от бота вам должно прийти уведомление. Вот этот бизнес-процесс, на самом деле, вместе с REST-эндпоинтами я сделал где-то буквально за один рабочий день. То есть фактически, наверное, часов 7 рабочего времени ушло на то, что вот эти интерфейсы разработать в Телеграму, и буквально час мне понадобился на то, чтобы сконструировать бизнес-процесс. Что мы сейчас сделаем? Я запущу бизнес-процесс, а потом опять вернусь в этот слайд, чтобы вы смогли принять участие в нашем розыгрыше. Слав, 5 минут уже пошли? Нет еще. Бизнес-процесс еще не запущен. Коллеги, у кого телеграмма нет, ставьте, делитесь QR-ом, у кого там не достает телефон. Так, итак, вот у нас процесс. Сейчас его разверну. Надеюсь, что все заработает с первого раза как следует. Как обычно, не успели все толком оттестировать. И не было возможности проверить все это на большом количестве участников. Так, запускаем бизнес-процесс. Вот, смотрите, запустился экземпляр процесса. И вернемся сейчас. Убедимся, что все нормально. Да, вот он есть. Токен перешел на ожидание 5 минут. И вот, пожалуйста. Да. Получилось, коллеги? Так, 5 минут на регистрацию. Да, мы сейчас вернемся в историю, потом посмотрим бизнес-процесса, как все проходило. Нам просто надо команду старт ввести, и все. Там здесь зал маленький, мне кажется, микрофон даже здесь и не нужен. То есть не так удобно. Микрофон нужен хотя бы для записи голоса. Так, организаторы не участвуют в розыгрыше, иначе нечестно будет. Сейчас мы всех вычислим. По-моему, есть какие-то еще призы для тех, кто больше вопросов задает. Всеволод, меня поправит, если не так. Немножко вперед забежал, ну да, это так. Там, правда, всего один приз, так что надо очень-очень хороший вопрос задать. Так, можно я перейду в Operate, посмотрим, что там в бизнес-процессе происходит, если все уже сосканировали. Так, вот смотрите, все еще висит на 5 минут. Мы видим, что начата регистрация, 2 минуты все происходит, висит процесс ранен, к сожалению, плохо видно все это. Так что, коллеги, ждем 5 минут еще. Пока сюда вернусь. И после этого мы видим, что процесс дальнейший, он сквозной, то есть полностью команда там засчитаны доли секунды, доли минуты, должна проскочить, обработать этот список участников, сколько там 90, и отправить ответ через Telegram. Надеюсь, что все будет хорошо, иначе нам придется все раздавать вручную. Вячеслав, лучше все-таки микрофон. Пропустим запись, Да, самое да. интересное. Коллеги будут смотреть уже. Все, извиняюсь, да, я просто забыл, что еще запись ведется у нас. Ну, мы видим, что бизнес-процесс у нас исполняется. Вот, осталось у нас, сколько тут, 3 минуты уже прошло, состояние ранен. Переменных процессов мы видим пока никаких нету. Вот, аутентификация прошла, вызвался REST API. Вот. Смотри, кто зарегистрировался. И нет такого интерфейса, к сожалению. Мы сейчас получим список участников и все в истории посмотрим. То есть самое главное ограничение, которое здесь было со стороны, так сказать, управления проектом, это минимум времени.
Сейчас скажу. Так, ну вот показано, что 3 минуты уже прошло. Если у нас появятся какие-то инциденты, ошибки в бизнес-процессе, у нас будет уникальный шанс потратить еще час на то, чтобы разобраться с ними. Заодно покажу, как команда инцидент обрабатывается. А ты сказал, что спикеры тоже не участвуют? Спикеры тоже полезны? Нет, про спикеров ничего не сказала. На всякий случай. Ну ладно, сейчас узнаем. Так, 4 минуты уже. На самом деле, я знаю, зря нажимаю кнопку «Обновить». Сейчас команда должна все автоматически прообновлять и перейти дальше. Оно копится вот в этом сервисе, да, который REST endpoint'ами вызывается. Он отдельно от команды, отдельно облако. Вот. Для этого придется в базу лезть сейчас через Postgres. Технически я, наверное, смогу это сделать. Ну вот, смотрите, пожалуйста, что под капотом у нас происходит. Уже вот куча, 44 человека нарегистрировалось. Номеров никого нету пока. Так, длинные, мучительные 5 минут. И сейчас должно пойти дальше все. Я думаю, вы об этом даже быстрее меня узнаете, потому что вам уведомление через Telegram придет. Обратный отсчет есть? Нет, к сожалению. Можно на самом деле посмотреть настройки таймера, вот детали, перейти в View. Да, таймер должен сработать у нас. 15-18 все началось. Пришло уже, Вот, да? смотрите, да, видите, начал работать вот этот параллельный. У нас 8 участников уже поздравления пришли, 19, к сожалению, не выиграли, 2 вот. Видите, в онлайне меняет число токенов. Поднимите руку, кому там пришло описание, что кто-то выиграл что-то, да? Ничего себе, здорово. Так, все, бизнес-процесс у нас завершился уже. А точно это 10 человек, да? Я не знаю, я боюсь, что, может А то быть, придется призов не больше хватит. раздавать, и кому-то себя придется футболку снимать. Регистрации такой. Так, давайте теперь посмотрим историю бизнес-процесса в Operate. То есть вот он начал работать у нас, менее чем 1 секунда стартовое событие. Дальше открыта была регистрация. Опять. Ну, здесь ничего интересного нет. Дальше был вызов, регистрация остановилась офлайн. Система выкачала список участников. Вот здесь можно посмотреть это все по переменной процесса. Мы видим важное изменение команда 8, то есть переменные процесса, все это в JSON хранятся. Это либо JSON-объекты, либо литералы, строковые значения. То есть нет возможности сейчас бинарные данные помещать, к счастью. Вот, пожалуйста, participants, да, это все наши участники, кто зарегистрировался. Их тут очень много, к сожалению, вот нет возможности удобно посмотреть все это. Дальше были присвоены номера участникам. Вот мы видим, да, что есть номера, переменные процессы, которые все номера содержат. Иван вот получил номер у нас не 16 какой-то. Так. Это запрос, наверное, был. Дальше началась, собственно, бизнес-процесс, подпроцесс, который обрабатывал этих всех участников. Мы видим, что его количество экземпляров Activity Lottery, согласно числу у нас участников нашего розыгрыша. Можем посмотреть историю, какие решения приняты были. То есть вот начало розыгрыша, сверка номера. И, соответственно, награды здесь почему-то нету. Ну, да, странно. Видимо, все-таки какой-то сбой был. Так. 36 раз отработала, соответственно, бизнес-процесс, который участникам ничего не вернул. То есть у нас получается порядка 46 участников всего было. 10 у нас выигрышные, 36 не выиграли. Вот. И в таком элементе, как Optimize, мы можем посмотреть, что, собственно, с бизнес-процессом происходило, посмотреть дашборд. Так. Сейчас мы перейдем в
кластер, наверное. Консоль. К сожалению, интернет не очень шустро работает. Так, дашборд. И вот у нас есть процесс лотерей. Можем перейти, посмотреть, собственно, что в нем происходило. Это дашборд, который по умолчанию сформирован. То есть мы здесь видим количество активных процессов, которые сейчас запущены. Видим всего, сколько бизнес-процессов у нас прошло. Бизнес-процессы, которые у нас были с инцидентами. Ну, то есть эти инциденты были в ходе тестирования у него. И количество завершенных бизнес-процессов за последние 7 дней. Вот такая вот наглядная аналитика для бизнес-владельцев. Вот. Смотрите, коллеги, по поводу мерча тогда у кого выигрышные сообщения, у кого присвоен номер, есть информация о том, что выиграли, вы можете подойти на стойку, и вам коллеги показать просто сообщение с Telegram, и вам коллеги ваш пакет отдадут. На этом, наверное, Я у думаю, меня… что мы в конце Да, митапа. после это митапа, когда у проведем. нас перерыв будет перед панельной дискуссией. На этом, наверное, у меня все. Надеюсь, я показал вам ценность команды 8, насколько она может быть полезна, какой у нее низкий входной порог в сравнении с семеркой. И я передаю слово Всеволоду. Да, Мстислав, большое спасибо. Так, ты пока не уходи, у нас сессия вопросов еще есть. Ну, можешь присесть, можешь постоять. Коллеги, я предлагаю сейчас минут 10 на вопросы. Вы, пожалуйста, представляйтесь и задавайте вопрос. Сейчас мы микрофон дадим. Пока готовьте свои вопросы. Так, вот, есть один уже доброволец. Сейчас. Прием. Так, микрофон включен. Да, всем привет, меня зовут Артур, я компания Beeline. Хотел поинтересоваться, самый главный, основной практический вопрос, миграция с команды 7 на команду 8. У нас есть выстроенные процессы, и насколько это сложно, какие могут быть трудности, или это в принципе все делается легко, автоматически? Миграция может вообще процесс достаточно болезненный, и как вы можете его облегчить или усложнить с другой стороны. Если вы активно используете Java-делегаты, активно используете листнеры, то будет все болезненно, потому что вам придется всю эту бизнес-логику переносить в ZB-воркеры. То есть это, если вам знакома такая штука, как External Task Pattern, когда у вас есть ваши сервисные задачи, организованные в виде сервисов внешних, то вам придется сначала перенести все, ну, даже не сначала все перенести, а сразу же, наверное, вот на этот подход мигрировать. То есть вы должны сразу же понимать, что у вас есть внешние обработчики, ZB-воркеры, и с помощью них организованы ваши сервисные задачи. То есть у вас идет бизнес-процесс, достиг токен вот этой сервисной задачи, вы передали управление процессом ZB-воркеру, передали переменные процессы, которые ему нужны, он там поработал, вернул обратно. Вот. Это что касается технической составляющей. Есть по BPMN-моделям здесь немножко все попроще, и в Camunda 8 разработали конвертеры, которые позволяют вам ваши модели BPMN из семерки сконвертировать в восьмерку. Какая здесь сложность может быть? Это ваши выражения, ваш язык выражений. То есть если в Camunda 7 используется Joule, в Camunda 8 вам придется на фил все переносить, и условия, кондишены, обработку какую-то, может быть, скрипт-таски переписывать все на фил. Вот. У нас непосредственно опыта не было перехода с Camunda 7 на Camunda 8. Как бы честно скажу, что в Camunda 8 до сих пор не все возможности семерки реализованы. Даже вот когда я этот кейс готовил, я периодически сталкивался с тем, что в семерке я бы это сделал быстрее. Вот. Поэтому про семерку никто не говорит, что вот она умирает. Она будет вот в ближайшие 3 года минимум продолжать развиваться. Вот недавно 7.20 версия вышла, потом выйдет 7.21. То есть такая же живая система. Нет насущной необходимости прямо в ближайший год идти переписывать все на Camunda 8. Но при этом новые проекты, то есть которые стартуют у вас с нуля, рекомендуется делать уже на восьмерке. То есть вот принимать во внимание архитектуру, особенности восьмерки. Да, спасибо большое. Второй вопрос у меня был про Golang и Java Delegate. То есть, вы ответили тем, что Java Delegate упразднен в 8 версии. Да, сейчас просто куча вот этих воркеров, которые через gRPC работают с движком ZB. gRPC отлично у нас как раз используется. Это здорово. Ага. Так, и последний вопрос, наверное. Сталкивались ли вы когда-нибудь с таким, что в Camunda 7 по какой-то причине растет
количество DB-сессий. Простите, каких сессий? Сессии подключения к базе данных. То есть А что-то при этом- происходит, какая-то ошибка, и у нас значительно начинается рост сессий. Ну, тут ответ, скорее всего, один. У вас, видимо, малое число асинхронных задач, и длинные транзакции в бизнес-процессах присутствуют. Ну, у нас проводится по Communda 7 тренинги, мы вот этот кейс рассматриваем. То есть, когда у вас есть какой-то сквозной процесс длинный, когда там куча сервис-тасков, у вас начинает работать транзакция в Communda 7, которая вот эти данные накапливает, потом доходит до ближайшего точки останова, и резко возникают конкурирующие транзакции, да, которые пытаются одновременно в базу данных записывать. Вот такие ситуации надо избегать. Но я думаю, что, наверное, стоит об этом как-то отдельно будет поговорить. Вот. Я могу свою визитку оставить, и, в общем-то, кейс можем рассмотреть как-то на практике. Да, было бы замечательно. Ну, как правило, связанная Спасибо. с ним проблема, есть как бы практическая часть, да. Если у вас нет каких-то резонных оснований, то есть не выросло число операций, не выросло число экземпляров бизнес-процессов, то, скорее всего, дело в том, что были допущены некоторые ошибки при проектировании бизнес-процессов самих. То есть надо точки сохранения расставить, вот, и как-то по-другому организовать задачи в бизнес-процессе. И финальный вопрос, наверное. Вот в Communda 7 только в платной версии у нас есть история процессов. В Communda 8 то же самое будет? Да, то же самое все. То есть есть история процессов, которая через Operate доступна, и доступен такая штука, как Optimize, которая более глубокий анализ ваших бизнес-процессов позволяет. Все понятно. Единственное, Спасибо вот в большое. этой части вам, кстати, проще будет мигрировать с 7 на 8. Какая встречается ситуация у тех, кто комьюнити-версию использует? То есть они для того, чтобы получать процессную аналитику, они какие-то свои надстройки используют. Grafana, там разрабатывают что-то свое. Все это, как правило, заточено на реляционную базу Communda, либо на Communda 7 API. И вот когда они на 8 мигрируют, они сталкиваются с тем, что необходимо все с нуля переписывать. Вот у вас, видимо, такой проблемы уже не будет. Еще один вопрос. Вот Elasticsearch — это основная БД, то есть больше никаких не будет в Communda 8? Или какие-то все-таки операционные? Смотрите, там есть остается? такой элемент, как KeyCloak, да, он нужен для аутентификации пользователей Communda. Вот. И в KeyCloak используется Postgres в качестве реляционной базы, то есть там хранятся пользователи группы. Вот. И, собственно, используется только Elasticsearch. Если у вас пользователей не будет человеческих, то, в принципе, вам и Postgres не нужен даже. Нет, а вот внутренние процессы, где хранится информация о текущем состоянии процесса. Это все в Elasticsearch находится. В Elasticsearch. И рантайм, и история находится в Elasticsearch. Все, понял. Что, простите? Не так? Ну, значит, я ошибку допустил. Да, вот Алексей подробнее расскажет информацию. У нас с 8 на самом деле не очень большой опыт. Она появилась год назад, мы только с ней знакомимся. Спасибо. Ростислав, есть еще вопросы, коллеги? Если нет, мы можем оставить на панельную сессию. Если есть, пожалуйста, сейчас мы передадим микрофон. Здравствуйте, меня Влад зовут. Вы упомянули здесь запуск подпроцесса и сказали, что он параллельный. А на самом деле выполняется ли он параллельно? Здесь он на самом деле выполняется псевдопараллельно. То есть все зависит от того, какое число потоков. Я могу точно сказать, как это в 7 работает, как в 8 немножко затрудняюсь. Вот в 7 бы это работало следующим образом. Если у вас выполняется вот этот процесс foreground, так сказать, в сессии какого-то приложения, которое вызвало Communda, или в сессии пользователя, который, допустим, через TaskList все это запускал, то все бы выполнялось в одном потоке. То есть у вас задачи бы эти, несмотря на то, что они появились параллельно в списке задач, они бы выполнялись все равно последовательно, потому что один поток работает, один обработчик, он по очереди будет эти задачки брать. Если вы хотите достигнуть истинной, так сказать, параллельности, вам необходимо выносить исполнение в какие-то внешние обработчики, то есть либо передавать управление потоком в external таски, либо передавать управление потоком job executor. Такой фоновый компонент есть в Communda 7, который позволяет выполнять вот эти сервисные таски, да, в фоне. То есть в самом процессе, получается, не будет визуально видно параллель, gateway это запущен или параллельный процесс. С точки Если зрения... мы это переносим куда-то в external. Это будет видно в свойствах, в property элементов. То есть вы нажимаете на элемент, да, и можете посмотреть, как он исполняется параллельно, либо последовательно.
ну, то есть посмотреть реализацию, то есть выполняется это external таском или выполняется делегатом. Вот. Ну, а маркер, он с точки зрения бизнеса выполняет все параллельно. То есть у вас сразу же появляется список задач. Вопрос в том, кто эти задачи обрабатывает и в какую очередь будет их подхватывать. Вот эту параллельность нужно отличать от параллельных вычислений, да, когда у вас выполняется именно сама работа параллельно. Спасибо. То есть параллельность команде, она говорит о том, что, может быть, задача может быть выполнена параллельно, а не о том, что она обязательно будет параллельно выполнена. Спасибо всем. Я предлагаю вопросы, если остались, оставить на панельную сессию. У нас еще будет время, когда все 3 спикера выйдут, мы подискутируем, немножко зададим вопросы. Вячеслав, спасибо большое. Еще раз тебе аплодисменты.